Есть такая цитата, что музыкой можно выразить то, чего нельзя выразить словами. И я думаю, что каждый начинающий музыкант, особенно взрослый, берет в руки инструмент для того, чтобы выразить что-то, что он не может выразить словами, что невозможно выразить словами, что можно выразить только через какие-то другие средства. Да? И мы учимся играть, работаем над звуком, над интонацией и над вибрацией, все это вместе для того, чтобы в какой-то момент сыграть музыку и выразить то, ради чего мы потратили столько лет на обучение. Да, не надо об этом забывать, что мы учимся, чтобы играть музыку, потому что можно научиться играть красиво, правильно, да. Да, а можно вложить что-то от себя, то, ради чего ты учился, да, то, что ты хочешь высказать свою мысль, слушать будет, конечно, интереснее, если ты на сцене хочешь людям что-то сыграть, ну, надо что-то рассказать, что они еще не знают, или поделиться своей историей, да, и тогда уже ты начинаешь играть. Если с технической точки зрения разобрать, можно сказать, да, где-то поменялся темп, немножко динамика, там, вибрация, но вот эти вот мелочи, они идут изнутри у музыканта. Поэтому на довольно раннем этапе уже музыкант, который овладел немножко техникой, даже не совсем вибрацией, но может выражать уже свою мысль на скрипке, да, не пропускать этот момент, потому что ради этого мы и учимся. И если вы пытаетесь выразить свою мысль, и что-то зрителям рассказать, то вам интереснее учиться, зрителю интереснее слушать. Да, вот этим и отличаются ноты от музыки, когда мы играем ноты и когда мы играем музыку. И все невозможно в нотах написать композитору. Конечно, он пишет мелодию, а вот эти маленькие там микронюансы по динамике, по темпу, еще почему-то уже исполнитель дополняет от себя, и эта интерпретация вот вносит самое интересное в музыку, ваше что-то.